TSMC получает 72% мировой выручки рынка контрактного производства полупроводников. Тех самых, что используются в процессорах для компьютеров, бытовой техники и, собственно, ИИ-чипов. В прошлом видео мы говорили об Nvidia, компании, которая стоит триллионы долларов и продает самые востребованные ИИ-ускорители и видеочипы в мире. На NVIDIA-евских чипах обучают многие нейросети, их используют в дата-центрах. Но особенность заключается в том, что NVIDIA ничего сама не производит. У нее нет заводов. Физически их воплощает уже TSMC. Причем обе компании в своей отрасли являются не только передовыми, но и фактически монополистами. Конкуренты есть, но они вынуждены делить между собой около трети рынка, что в случае с NVIDIA, что в случае с TSMC. Но у TSMC есть один маленький риск. Основные производственные и технологические мощности компании располагаются на Тайване. Остров Тайвань с 1949 года находится под контролем Китайской Республики, которая проиграла фактически в гражданской войне против Компартии. И поскольку КНР этот остров не контролирует, но очень этого хочет, проводя периодические учения, симулирующие вторжение на остров, под риском находится весь остров и все производство на нем находящееся. Причем не обязательно, что все это достанется Китаю одним махом. Во-первых, у TSMC уже есть производство непосредственно в материковом Китае, а во-вторых, все на Тайване теоретически может быть уничтожено. Ввиду исторических предпосылок и мирового разделения труда, Тайвань остается наиболее важной точкой производства множества микросхем и чипов. На него приходится 44% мировой мощности, на втором месте уже Китай 28%, Южная Корея 12% и США 6%. Если же включать сюда еще производство памяти, аналоговых чипов и так далее, то показатель мирового производства, приходящийся на долю Тайваня, снизится примерно до 18%, что опять же довольно весомо на рынке. На самом Тайване TSMC занимает примерно 55-60% всех мощностей контрактного производства чипов. Остальные проценты приходятся на UMC, PSMC, WIS и так далее. Но стоит отметить, что указанные компании в основном производят более зрелый техпроцесс, тогда как TSMC имеет производство вплоть до 2 нанометров, с разработками до 1,6 нанометров. Причем, чем меньше техпроцесс, тем больше доля TSMC не только на Тайване, но и в мире. TrendForce писал, что в 2026 году временно возникла монополия TSMC на 3 нанометра, поскольку Samsung и Intel заметно уступают. Как и ранее было сказано, TSMC на первый квартал 2026 года имел 72% мировой выручки производства полупроводников. Ближайший конкурент здесь только Samsung, имеющий долю 6,5%. Конечно, это не означает, что у TSMC доля производства 72% всех микросхем. Важно понимать, что мы говорим о контрактном производстве, то есть TSMC получает от таких компаний, как Nvidia или AMD, заказы на производство и затем реализует их. Многие компании, такие как Intel, например, производят свои чипы самостоятельно и сами их реализуют. Однако иметь заводы не всегда лучшая стратегия. Построить завод по производству чипов крайне дорого и технологически довольно сложно. Нужны будут заказчики, а еще его нужно будет постоянно обслуживать в дальнейшем. К примеру, в 2025 году TSMC получила 122 миллиарда долларов выручки, 55 миллиардов долларов чистой прибыли. Она произвела на свет 12 тысяч различных продуктов, отгрузив также 15 миллионов 300-миллиметровых пластин. Однако уже в 2026 году TSMC планирует направить на капитальные расходы около 60 миллиардов долларов на обслуживание действующих фабрик и строительство новейших производств. Собственно, а как? Как TSMC вообще удалось достичь такого успеха? Кто там в 1987 придумал, что нужно зачем-то производить какие-то микросхемы, и что это будет золотая жила? Поскольку дату я уже назвал, компания была создана при участии Мориса Чанга и поддержке Китайской Республики. По сути, они решили пойти по модели: не парься насчет производства, сосредоточься на разработке, а мы уж произведем как-нибудь. Были такие, как Intel или Samsung, которые не согласились с такой моделью
целью, но не каждый рискнет вкладываться в строительство собственных заводов. Nvidia, AMD, Qualcomm, MediaTek, Fabless компании, не имеющие заводов, стали заказчиками. Но почему всем не забить на TSMC и перейти, скажем, на производство Samsung? Дело в том, что TSMC и Samsung это не какие-то там одинаковые принтеры. У них разные технологии, у каждого свой метод, процесс, свои библиотеки, свои материалы и прочее. Нужно полностью переразрабатывать и перепланировывать чип, чтобы его взять и передать на производство из TSMC в Samsung. Обычно делают иначе, изначально создают чип под конкретного производителя, у кого дешевле или у кого свободнее мощности. Тем не менее, что касательно по мощностям у материкового Китая. В Китае есть тоже серьезный игрок. SMIC, причем он третий в мире после Samsung, занимает долю в 5,1% по выручке. Но у китайцев есть одна большая проблема. Максимальный их техпроцесс 7 нанометров. Возникает очевидный вопрос, почему Китаю не скоммунизить технологию TSMC, если те держат свои производства прямо в Китае? Проблема в том, что TSMC держит старые производства технологиями максимум 16 нанометров, в основном 28 и старше. Новейшие производства находятся в недосягаемости для китайцев на Тайване, в США и Японии. TSMC давно уже заботится о том, чтобы продублировать производство в США и Японии, подальше от Китая, так как испытывает прямую угрозу ввиду непрерывных заявлений Китая о том, что Тайвань наш, то есть их Тайвань. Кроме того, у TSMC ввиду действия Export Regulations Act, правила экспортного контроля, нельзя передавать высокие технологии Китаю. Чтобы иметь доступ на западный рынок, TSMC соблюдает правила, а совсем устаревшие технологии пытаются переносить в Китай, где еще пока что для TSMC довольно дешевая рабочая сила, и где TSMC собственно обслуживает своих китайских клиентов. Однако есть еще одна важная деталь. Китай не может захватить Тайвань уже завтра, потому что удар для него будет такой же разрушительный, что и для Тайваня. Согласно концепции Silicon Shield, кремниевого щита, даже длительная блокада Тайваня нанесет тяжелый ущерб не только США, не сколько США или союзникам, сколько Китаю, у которого также есть полупроводниковая зависимость от Тайваня. Это является фактором сдерживания Китая. Кроме того, блокада острова повлечет за собой нарушение мировых цепочек поставок, и мировое технологическое развитие затормозится. По данным Rhodium Group, блокада Тайваня способна поставить под угрозу около 1,6 триллиона долларов годовой выручки отраслей, непосредственно зависящих от тайваньских полупроводников. Кроме того, возможно, начнется и Третья мировая война вообще-то, поскольку Китай напал бы на союзника США, несмотря на то, что США не признают Тайвань с 1979 года. На Тайване работает лишь американский институт, через который эти контакты неформально осуществляются. Кроме того, США снабжает остров новейшим вооружением для сдерживания Китая. Все, чтобы сделать Китаю вторжение крайне невыгодным. Тем не менее, TSMC хоть и переносит свои некоторые производства в США и Японию, даже Германию, все равно продолжает развивать и строить передовые мощности на Тайване. Наверное, стоит назвать эту тактику благоразумной. Без фабрик TSMC Тайвань больше обречен на вторжение. Производство микропроцессоров в России по части наиболее высокотехнологичных техпроцессов полностью держалось именно на фабриках TSMC. К примеру, на этих фабриках производились процессоры Эльбрус. Сама архитектура и дизайн создавались Fabless компанией МЦСТ, но производство уже было на Тайване. Однако после февраля 2022 санкционная политика отрезала для МЦСТ эту возможность. Поскольку в России нет массовых производств ниже 90 нанометров и опытных производств ниже 60 нанометров, МЦСТ вынуждены искать такие производства буквально за границей. Сама МЦСТ уже имеет спроектированный и произведенный 16-нанометровый процессор и целится на 7 нанометров. Производство процессоров осуществляется в некой дружественной стране. Понятно, что официально назвать это нельзя, иначе наложат некоторые санкции. Но давайте будем честны, что кроме Китая массового производства на таких низких техпроцессах для России, наверное, не найти. Если TSMC действительно остановится, начнется дефицит полупроводников. Но по факту большая часть электроники вообще выпускается на более старых техпроцессах и на фабриках других компаний. Здесь вопрос больше заключается в высокотехнологичном производстве, который сразу ощутит дефицит, поскольку он и сейчас уже имеет место быть, без всяких вторжений Китая на Тайвань. А на этой ноте мы завершаем. Если у вас есть желание поддержать канал,
переходите по ссылке в описании. Это донат. Он позволит мне делать больше качественных видеороликов и прочее.